Стрелять? Да, я готов. Очень динамичная охота. Очень страшно. Ужасный аттракцион, если честно. Good. Добро пожаловать в одно из самых прекрасных мест на Земле. Новая Зеландия расположена в юго-западной части Тихого океана, в 1500 километров от австралийского континента. Чтобы добраться до этих мест из России, необходимо тщательно спланировать маршрут. Перелет занимает около 35 часов и включает несколько пересадок. Поэтому выбирать нужно максимально комфортные авиалинии. Это может оказаться дороже, но поверьте, ваше тело скажет вам спасибо. По нашим уставшим лицам можем понять, что мы далеко летим. Давно собирались, и вот это путешествие состоялось. Сейчас до Дубая долетели, и дальше 15 часов до Окленда. После Окленда мы летим. Как город называется? Квинстаун. Новая Зеландия находится на границе тектонических плит. Это обуславливает ее вулканическую активность. Землетрясение в 2011-м привело к значительным разрушениям и жертвам. Магнитуда составила около 6,5 единиц по шкале Рихтера. Когда прибываешь в аэропорт Новой Зеландии, тут надо декларировать на въезде, есть ли у тебя с собой какие-то туристические причиндалы. Палатки, палки, обувь, одежда. Если там есть какие-то следы инородной грязи, земли, их отнесут и помоют, простерилизуют и отдадут тебе в вакуумном пакетике. В Новой Зеландии нет крупных хищников и опасных диких животных. Нет змей и крокодилов. Идеальные условия для развития. Но во всем нужен баланс. Благоприятные условия привели к резкому увеличению популяции гималайского тара. Численность во многом превышена, установленные рамки в 10 тысяч голов. Перенаселение создало угрозу для местных экосистем. Говоря проще, тары съели всю еду на островах. Чтобы привести численность в норму, в 2018 году Министерство охраны природы подписало приказ об массовом отстреле взрослых самцов тара и самок с детенышами. К вечеру команда была на базе. В этой стране сервис для охотников достиг очень высокого уровня. Все выглядит как на картинке дорогого журнала. Это наша база на ближайшие пару дней. А теперь разгружаемся. Ник предложил на выбор несколько винтовок. У обоих 0 на 200 пристрелим этих. Соответственно, на 100 метров он будет чуть выше прилетать. Ну, надо попробовать будет. Работаю здесь уже 4-й сезон. Очень доволен. Невероятные пейзажи. Вы только посмотрите. Охота в этих местах запоминается надолго. Обычно с ребятами из России нет никаких проблем. Очень доброжелательные парни и отлично стреляют.
Значит, мне меньше работы, и это радует. Прохладно достаточно, но нам это не помешает сделать точные выстрелы на пристрелке. Едем выбирать оружие и пристреливать. Винтовки, как и во всей Европе, очень-очень простые. Это мы там заморачиваемся, да, в России. На 200 ярдов была пристрелена 6,5 PRC. И мне это нравилось, и пульки рядом легли. Сама пуля 147 грейн. Я думаю, что это маловато будет для Тара. Хотя, опять, смотря куда попадать, лучше не рисковать. Животное, чтобы не бегало. 300 ВСМ. Никогда не работал с этим калибром. Чем неудобно, нужно крутить барабаны, они в МОА. Там зато есть подсказки. И пуля там 200 грейн. Да, 200 грейн, ну, соответственно, тут вариантов нету. Даже если промахнусь не по месту, скажем, да, то должна остановить животное, и вторым можно будет добрать. Ну все, Тар был бы сейчас добыт, если бы он стоял на 100 метрах. И курил. И курил бы, да, ждал бы нас. Пришло время осмотреть окрестности и привыкнуть к местному транспорту. Немного потренируемся. Сильно гнать не буду. На первый взгляд страшно, но на самом деле, как ездить на велосипеде. Новая Зеландия – это дом для нескольких видов морских котиков. Их называют новозеландский фурсил. Морские котики – полуводные млекопитающие. Они проводят много времени в воде, но отдыхают и размножаются на суше. Мы находимся недалеко от устья Милфорд-Саунда, так называется местный фьорд. Очень, конечно, красивое, необычное место. И растительность, и скалы, и котики непуганные. Лобстеры обожают кушать тухлую рыбу, а мы обожаем кушать лобстеров. Ну вот так вот мы ловим лобстеров.
Хотели мясо поесть, он говорит, у нас мяса нет, будет у вас лобстеры. Вот такие вот лобстеры. Необычно наблюдать. Клетки раскиданы по побережью, вертолет их поднимает, привозит, смотрим, наполняет тухлой рыбой и отвозят обратно, когда опустошают. У нее 5 клеть, из 5 одна была с лобстерами, 3 лобстера мы таких хороших поймали. Yep. So grab right in the back. На спинку. Я понял уже. Ален, ты рада? Ну ладно. Такие маленькие лобстеры. Сейчас будет блюдо от шефа. Лобстеры по-новозеландски. Хорошенько обжариваем и не забываем переворачивать. Вы только посмотрите на это. Тяжелый. Пора было возвращаться на базу. День быстро закончился. Впереди была волнительная ночь. Ну что, самый главный день. Вот он начался. Я надеюсь, он успешно закончится. В Новой Зеландии разрешена вертолетная охота, даже сказал по-другому, с использованием вертолета. Соответственно, нас закинут в точку обнаружения животных, и мы будем охотиться, стрелять, подходить. Ну, в общем, все как всегда. Святая святых. Вертолеты и олень. И тар. И сразу говорит о том, что ребята с охотой знакомы. Когда вертолет приземлится, вам, ребята, надо пригнуть голову и выпрыгнуть. Я выйду отсюда, беру винтовку и закрываю дверь, а вы выходите здесь. And I'll give Tim the thumbs up, I'll close this door and he'll take off.
Когда десантировались, он подает сигнал пилоту, закрывая дверь, он взлетает. Мы стараемся найти позицию, откуда будет видно набегающего Тара. Какой-то камень, упор, откуда проще будет стрелять. Make sure your seat belt doesn't fall down. Обратите внимание на ремень. Он может заклинить дверь. Кто выходит последний, должен убедиться, что ремень не заклинит закрытие двери. Ну, это будешь Да. I'm a hunter myself, do lots of hunting in the area that we're going to. Я сам охотник и хорошо знаю эту местность. Это поможет нам найти таров, подлететь ближе и рассмотреть их. Потом надо найти ровную площадку и посадить вертолет. Когда мы будем искать животных, на борту будет страшновато. Особенно те, кто в первый раз. Конкретная турбулентность. Но я за штурвалом уже 16 лет, поэтому опыта хватает. Будем надеяться на лучшее. Тар является стадным животным и часто собирается в большие группы. Они имеют мощное телосложение, обильную шерсть и косматую гриву. Очень сильное и быстрое животное. Охота действительно физически не очень сложная, но на самом деле, безусловно, сопряжена с большими рисками для жизни. Хотя мастерство пилота позволяет их минимизировать, но будь пилот чуть менее квалифицированный, я бы на это, наверное, не подписался. Процесс поиска животных невероятно опасен. Вертолет зависает в считанных метрах над землей. Без преувеличений это очень страшно. Обнаружить животное – это половина дела. Надо найти подходящую площадку для посадки. В скалистой местности сделать это крайне сложно.
Надо подлететь поближе. Отсюда не вижу размер. Вижу отличного самца. На 12 часов. Пришло время выбрасывать десант. Старый самец бежал по устью реки. Времени на подготовку не было. Секунду. Жди. Я не вижу. А, вот. В грудь. Сейчас, подожди, готов. Я довелся. Да. Пуля попала в грудь, но плотная шерсть сработала как броня. Еще. Заряжай. Второй выстрел свалил сильное животное. Что-то как-то он не быстро лег. Shooting, buddy. Отличная работа. Шикарный трофей. По-моему, хороший, да? Да. Ну что, здорово. Ты камеру разбил? Разбил? А, да. Но она снимает. Новозеландский тар добыт. Это здорово. Едем дальше. Очень динамичная охота. Да, виражи такие интересные были. Интересно, да. Сколько лет этому тару? How old is this one? It's probably like 7 or 8. 7, 8? 7 or 8, yeah. 7-8. В страшном фильме такого не представить, насколько это опасно. Для жизни угроза максимальна. И я благодарна пилоту, что мы все остались живы, что он умеет так хорошо управлять такой здоровой машиной. Все-таки Beautiful mane on him. все-таки этот непальский меньше. Меньше, да. Я не скажу, что это была там простая или легкая охота, это была иная охота, подвержена экстрима, риска. Но парень, который управлял вертолетом, он классно справился с задачей. 2 выстрела, тар был повержен. Странно, что не один, конечно. Видимо, шерсть настолько плотная, что пуля куда-то не туда ушла. И тар больше, чем в Гималаях. Ну, раза в 1,5 точно. Больше. По рогам не больше, может, чуть-чуть, но по шерсти, по телу гораздо больше. И приятно, что он поедет, такой красавец, в Россию, в Москву. Поэтому Новая Зеландия потихонечку открывается. Спасибо всем, кто участвовал в этой охоте. Погнали дальше. Yeah, after a bit of flying around this morning, we were just looking for a nice mature bull. Когда мы нашли подходящий экземпляр, пилот быстро нашел ровную площадку, и мы приземлились. Охотник все сделал четко. Все прошло красиво и безопасно. А самое главное, у нас отличный трофей. Серна была завезена в Новую Зеландию в 1907 году.
Она успешно адаптировалась к местным условиям и стала широко распространена в гористых районах Южного острова. Очень красивый и грациозный зверь. Желанный трофей для любого охотника. Не теряя времени, команда отправилась на поиски. Чем выше темп, тем больше шансов на результат. Местные серны любят высокогорье. Смотрите налево. Вот это был хороший размерчик. Поиски подходящего экземпляра затянулись. Главной причиной было отсутствие места для посадки. Но проводники отлично знали свое дело. Справа хорошая площадка. Приготовьтесь. What is distance? 100 ярдов. Шут? Я пока не вижу. Я пока не нашел. No. Я готов. Крупный самец стремительно бежал по склону. Увидев охотников, зверь рванул вниз и быстро скрылся за склоном. Я пока не вижу ее. Я вижу, но я в камеру не могу. Великолепно. Отличная стрельба, парни. Хорошая работа. Все получилось. Новозеландская серна добыта. Я почти счастлив. Теперь нужно было забрать трофей. Выпрыгивать из вертолета на ходу – обычное дело для местных ребят.
Добыли самца новозеландской серны. Точным попаданием 140 где-то ярдов. Дистанция была, ну, как всегда, команда сработала во. Приезжайте в Новую Зеландию, увлекайтесь горной охотой, снайпингом. Это наполняет тело и душу разными положительными эмоциями. Приехали. Это была чертовски хорошая охота. Ну вот мы и дома. Не прошло и пару часов. На самом деле я совершенно не экстремальный человек, и для меня это прям преодоление очень большое себя. Так что все ради любви и ради Константина. Очень тяжелый. But it was pretty windy in the end. В конце поднялся сильный ветер. Задувало конкретно, но вы везучие парни. В следующей серии вы увидите охоту на одичавшего барана, невероятно красивые пейзажи и уникальные достопримечательности этой далекой страны. Все понятно. Хотел за руль сесть просто. Все? У нас в лодже внезапно пропало электричество. Даже здесь такое бывает. Тар сам себя не убьет, Илюх?